Мужчина спасает детеныша носорога из болота, но затем его мать совершает нечто шокирующее. Дорогие зрители, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра! В заповеднике Мавунгу-Марамбе в Восточной Африке вот уже 6-й месяц не прекращался беспощадный сухой сезон полгода, без дождей превратили саванну в выжженную равнину, растрескавшуюся словно древняя глиняная чаша. Большинство стад давно мигрировали туда, где оставались хоть какие-то источники воды и пищи. Но среди этой суровой картины самка носорога и ее детеныш продолжали цепляться за привычные земли. У самки был мощный рог, символ силы и непреклонного инстинкта защиты своего малыша. Детенышу было всего несколько месяцев. Он был гораздо меньше матери и слабее ее в разы. На 5-м месяце засухи небольшое озеро у их убежища окончательно начало пересыхать. Грязь сохлась, трава побурела, а температура к полудню поднималась до невыносимого пика. Самка пыталась увести детеныша дальше в поисках еды, но дождя все не было. Каждый шаг давался тяжело, детеныш отчаянно хотел пить и слабел с каждым часом. На 6-й месяц мать наконец решила покинуть родные территории и отправиться в далекий путь, где, по ее инстинктивному чувству, еще оставалась зелень. Путешествие началось на рассвете, когда первое бледное сияние не успело озарить небосвод. Легкой утренней росы было недостаточно, чтобы утолить жажду малыша, но инстинкт выживания гнал их вперед. По пути они находили лишь мутные лужицы, едва способные смочить губы. Самка беспомощно наблюдала, как детеныш истощается. На полпути его ноги начали подгибаться. Каждый шаг становился пыткой, словно он нес камень. К полудню солнце палило так яростно, что кожа словно подвергалась 1000 игл. Детеныш впервые упал, и мать отчаянно подталкивала его рогом, пытаясь заставить подняться. Они пошли дальше, шатаясь, надеясь увидеть впереди спасительное дерево и водоем. Наконец они дошли до зеленоватой зоны у небольшого озера, окруженного деревьями, но всего в нескольких шагах от воды детеныш рухнул от изнеможения. Мать громко ревела, бегая вокруг него и не зная, как вернуть его к жизни. Весь день малыш лежал, едва дыша, балансируя на грани жизни и смерти. На следующее утро на противоположной стороне пастбища рейнджер по имени Табо вышел на ежедневный обход. Он часто следил за этой парой носорогов, поскольку они жили в зоне его ответственности. Не обнаружив их на привычном месте, Табо насторожился и передал по рации сообщение о пропаже. Команда немедленно разделилась для поисков, ведь в этом году засуха была особенно угрожающей. Несколько групп прочесывали возможные маршруты носорогов. Спустя 3 часа Табо и его напарница заметили крупные и мелкие следы. Ведущие к озеру сердце Табо учащенно забилось. Он надеялся, что они живы. Добравшись до озера, он был потрясен. Самка стояла над неподвижным детенышем. Она резко повернула голову, ее взгляд был диким, готовым к защите. Табо медленно приблизился, мягко говоря ей успокаивающие слова, хотя сам дрожал от беспокойства. Мать зарычала, тряхнула головой, но не напала, будто понимала, что он не враг. Табо осмотрел детеныша. Тот был страшно обезвожен, кожа треснула, дыхание было едва заметно. Табо жестом велел коллегам держаться подальше. Он достал из аптечки стимулятор и бутылку дистиллированной воды. Самка отступила, но следила за каждым его движением. Табо осторожно поднял голову детеныша из сухой грязи, затем аккуратно ввел лекарство. Он плеснул немного воды в его рот, смочив пересохшие губы. Под палящим солнцем Табо продолжал обмахивать малыша, поглаживая его шершавую кожу, словно передавая ему силы. Мать наклонялась и обнюхивала детеныша, оставаясь напряженной, но уже не вмешиваясь.
Спустя час малыш дрогнул, начал моргать. Табо тихо свистнул. Это был хороший знак. Мать издала мощный зов, будто возвращая его в мир. Дыхание стало глубже, кожа понемногу порозовела. Табо помог малышу встать, придерживая его на случай падения. Тот сделал несколько шатких шагов и прижался к матери. Табо был тронут. Перед ним разворачивалось настоящее чудо. Он отступил, давая им пространство. Самка повернулась к нему, будто благодарно взглянув, затем тепло потерлась рогом о своего детеныша. Малыш глубоко вдохнул, словно начиная новую жизнь. Убедившись, что они стоят уверенно, Табо вернулся к машине, связался с центром и доложил, что мать и детеныш вне опасности, но им требуется наблюдение. Команда постепенно отъехала. Сухие листья шуршали под колесами. Солнце клонилось к горизонту, окрашивая землю в золотые оттенки. Мать и малыш уже немного восстановились и ели молодую траву у озера. Долгий голод заставил малыша жадно есть, несмотря на усталость. Мать внимательно следила за окрестностями. Природа будто вздохнула с облегчением, принимая их обратно. На следующий день небо заволокло темными тучами. Редкий дождь приближался к саванне. Табо услышал прогноз и вспомнил о носорогах, надеясь, что дождь наполнит озеро. Вечером он снова приехал в тот район и увидел, что пара углубилась в густой лес. Хотя он не видел их вблизи, был уверен. Теперь они в безопасности. Вдали мать и детеныш все еще держались вместе, пережив испытание засухой. Появляющаяся зелень давала им силы. Сезон дождей рано или поздно придет, оживит земли. Табо хранил в памяти образ стойкой матери и слабого детеныша, которых удалось спасти. Он благодарил судьбу за то мгновение, когда человек и природа соединились ради жизни. Возвращаясь в центр, он размышлял о будущем носорогов и ответственности людей. Заповедник Мавунгу-Марамбе остается огромным домом для множества существ, мать и малыш. Пройдя тяжелый путь, наконец живут в лучшем месте, где смогут продолжить род своего вида, находящегося под угрозой исчезновения. Дожди вернутся, вода поднимется, луга вновь станут зелеными. Слабые шаги малыша станут уверенными, и он оставит свой след в этом мире. А история храбрости матери и доброты Табо навсегда останется в памяти этих земель, как напоминание о неугасающей связи человека и природы. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.